Сразу квартиру выставил, просто до свидания. Вот такие ролики я вообще не люблю. Эй, я понял, давай, привет. Метили это лицо. Здравствуйте, всем, дорогие друзья, всем привет, с вами Лех Хардплей. Спасибо за подписки на... Там собран весь архив фильмов, сериалов и аниме, а подписка стоит всего 100 рублей. Так при этом ее еще можно совместить с аккаунтом на VK Play Live. Просто чудеса. Да, пока что ВК опять... Лагает, он ничего не работает там. Сколько можно, ёб твою мать? Я напишу жалобу. Не знаю пока, правда, куда, но напишу. Вот, так что переходите, ссылочки все есть внизу в описании, подписка стоит всего 100 рублей в месяц. Можно за 300 взять, за 300 там еще и шоу смотрим, да, очень смешные, да, недавно окна смотрели. Все со смеху не померли, зумерки так и не поняли, что это такое, но все. Сегодня посмотрим котов-ютуберов, ссылочку на пацанов оставил внизу в описании. Самые ужасные видео со всего мира, я очень надеюсь, что нейросеткой будет немного видео. Пожалуйста, и после этого ролика пойдем смотреть Диму Масленникова Ghostbusters. Поехали. Это видео было снято парнем, который уверяет, что однажды ночью столкнулся у себя дома с чем-то по-настоящему жутким. В тот вечер его не покидало странное чувство, будто кто-то пытается проникнуть к нему в хату. С каждой минутой тревога только росла. А затем в одной из комнат он услышал странный звук. Я тебе сразу говорю, если как в том видео будет скримак, то все, я уйду, наверное. Опять панорамные окна. А вот это правильное решение. Вот это верно. Смотришь, прикинь, а к тебе в окно кто-то заглядывает. И все бы ничего, но только живешь ты на 17-м этаже. Приехал. Чё за... Что-то не сильно на нейронку похоже. Чё за дичь? После случившегося автор видео не стал искать рациональных объяснений, а сразу попросил зрителей сделать... Сразу нужно что сделать? Попросил он зрителей написать в комментариях, ну сразу видно тупой, понимаешь? Нужно что сделать? Кто знает? Верно. Аккуратным, легким движением вот отсюда, вот где-то вот со стороны пояса. Раз, магазинчик аккуратненько. Раз, он прям туда, чик. И вот этот вот пальчик, вот этот большой, он знаешь для чего? Не для того, чтобы только в носу ковырять. Аккуратненько вот так вот раз, спустил и вот так вот на выходе вот так вот так вот раз, вот так вот двумя пальчиками вот так вот раз. И уже тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых, там бам-бам. Все, никого нет. И не страшно зато. Понимаешь? Да, а то это попросил зрителей написать. Ну, уже можно не успеть попросить написать. Ну, сразу видно, дурачок. это за него. Обычная проверка подозрительного шума за считанные секунды превратилась для мужика в одно из самых тревожных событий в его странный жизни. момент. И тогда он понял, что боится невозможного злоумышленника, а чего-то гораздо более странного. Была ли это темная Странный видос, но на нейронку не похоже. сущность, пытавшаяся проникнуть внутрь? Или же просто постанова ради просмотров? Решай сам. Странный первый ролик. Не понял. Компания друзей решила Но пощекотать ни себе нейронка нервы и ни склеек я не и увидел. исследовать старый заброшенный тоннель. Вот опять дурачки исследуют вот эти заброшки. Вот не сидится им дома. Возьмите, запишите нормальный контент. Поиграйте в игры, я не знаю, с девушкой погуляйте, да? Пойди в конце-то концов научись наконец-то кататься на скейтборде. Казалось бы, зачем в 21 веке кататься на скейтборде? Ну просто ты мечтал об этом. Что ты пристал? Вот. Понимаешь? А они ходят по заброшкам с
камерами, понимаешь, как вот сумасшедшие еще едут непонятно куда, и знаешь, еще так называют эпично, типа stay alone, да, там Ты Элон, что, американец, что ли, чешо? понимаешь? И канал, главное, они ж какой-то они, понимаешь, дурное название, абсолютно вообще неадекватное, да. И вот ходят, и главное, такие же их смотрят, понимаешь, неадекватные люди, которым якобы там что-то увидели, что-то пугаются, что-то там интересное. В мистику они верят, понимаешь? В 21 веке, уже 22 на носу, да, непонятно, только доживем или нет, понимаешь? И они все пугаются ходят, понимаешь, вот эти вот, да, вот всякие вот Hardplay, Диму Масленникову, там другие какие-то, там, ну, сумасшедшие люди, да, абсолютно, да, непонятно, зачем они это снимают, да. в котором ходило немало странных Что? историй. Место котейки максимально криповое. Вокруг темнота, грязь и Давай поиграем. О, я знаю, ты любишь. Может быть, Street Fighter? бесконечные лабиринты, уходящие куда-то глубоко под землю. Нарнии. Продвигаясь вперед, они старались не терять бдительность. Однако в какой-то момент происходит то, к чему ребята, кажется, готовы не были. Вот сразу видно неопытных вот этих вот, которые лазят, понимаешь? Фонарик идешь, вот так вот держишь, это неверно. Сразу рассказываю, ребята, кисть должна быть не так. Кисть должна быть вот так. Для чего? Как вы думаете? Вот отсюда у вас светит фонарь, вот так вот. У вас светит фонарь, понимаете? А вот эта рука, казалось бы, зачем? Чтобы держать камеру? Нет, неверно. Камера висит на вас. А здесь что должно быть? Абсолютно верно. Раз, и ты аккуратненько идешь, понимаешь? Вот. Ну, сразу видно, что школьники не шарят. По их крикам и панике видно, что их страх абсолютно реальный. Что за хрень? И это Подожди, нейронка. уже Может быть? Может. не веселая вылазка ради Нейронка. Все. Все, отбой. Это точно нейронка. острых ощущений, Не-не-не. а попытка как можно быстрее выбраться наружу. Нейронка прям видно. Из-за плохого освещения Но, наверное, нейронка. разглядеть существо в деталях практически невозможно. Ну и плюс сам момент длится всего пару секунд. Именно поэтому споры вокруг видео не утихают по сей день. Одни считают, что камера случайно зафиксировала неизвестное животное. Другие думают, Но- что, возможно, это был бомж. Но есть и те, кто уверен, 50 на 50. что в кадр попало нечто куда более стрёмное. То, что А они-то здесь, чумной доктор причем. объяснить никто не сможет. Причем здесь чумной доктор? Не понял. Ланкастерский замок уже много лет О, это я знаю. считается одним из самых жутких Это я знаю. Это я про это читал. и загадочных мест Англии. Его история насчитывает сотни лет, и за это время внутри Там еще, по-моему, в Швейцарии есть веселый замок, очень интересный, тоже очень веселый. произошло огромное количество трагических событий. Что-то там, Здесь по-моему, содержались заключенные, проводились суды и выносились смертные приговоры. Более того, замок оказался связан с печально известными процессами над ведьмами. Неудивительно, что вокруг этого места давно ходят легенды о призраках. Многие сотрудники и посетители утверждают, что в замке регулярно творится всякая дичь. Наверное, поэтому по всей территории замка было установлено множество камер. И вот что Да, еще в Румынии, кстати, есть замок очень забавный. Да. сняла одна из них в конце 2000 Спасибо за лайки, кстати, ребята. Лайк поставил, все. Завтра что будет? Правильно. Что завтра будет? Что? Хороший день. 25 года. На первый взгляд может показаться, что это обычная помеха, или игра света. Игра Светы, да. Но чем дольше смотришь,
Тем более стрёмным выглядит этот силуэт. Многие уверены, что камера случайно поймала настоящего призрака. Что-то мне это напоминает. Что-то мне это напоминает до боли. Помнится мне один, прости господи, стример поехал в Бельгию, в замок Шато-де-Тианж. Помнится мне. Упоминание о котором было, по-моему, в 8 веке нашей эры. Или в 7 или в 8. По-моему, в 8. И вот он тоже что-то долго смеялся, да, пока не досмеялся. И вот что-то как-то вот, ну не знаю. Такое, под вопросом. Возможно, даже дух одной из тех женщин, которых обвиняли в колдовстве. Чё скажете, котейки? Реальный призрак? Или... Вообще, меня здесь, знаешь, что смущает, что слишком четко вот здесь видно, и ничего не видно дальше. Но помнится мне тоже один стример в одном как-то лесу. Ладно. Корявый монтаж, а? Мы не об этом. Ну, вообще, если это не Ишка, то может быть фантомная память, никто это не отменял, ну, маловероятно, ну, такое. Третий ролик такой, 50 на 50. Это одно из самых странных и необъяснимых видео, которые вы можете увидеть сегодня. На первый взгляд в записи нет ничего необычного. Мужики просто собрались в гараже попить пивка и немножко поболтать, даже не подозревая, что буквально в нескольких шагах от них появится нечто очень странное. Смотрим. Скептики-энтузиасты буквально разобрали видео по кадрам, чтобы найти в нем следы монтажа, компьютерной графики или любого другого признака подделки. Но пока что убедительных доказательств фальсификации найдено не было. Поэтому вокруг записи сразу появилось огромное количество самых Но на Ишку не сильно похоже, если честно. разных теорий. Одни считают, что на видео случайно попал Дуэнде, латиноамериканский гном. Другие же, что всему виной перспективное искажение, из-за которого обычный ребенок кажется невероятным коротышкой. Чего? Какой вариант ближе? Каждый решит для себя сам. Ну, насчет ребенка спорно. Родители начали замечать в поведении своей дочери нечто странное. Я недавно узнал тему. Короче, где-то какая-то девочка родилась, по-моему, попала даже на телевидение, если я не ошибаюсь. Она, короче, в 4 года просто обычный ребенок, где-то там рос, родился нормальным, в нормальной семье где-то. В Америке, наверное, или где. И, в общем, там суть такая, что она начала разговаривать на древнеегипетском, что ли, каком-то языке, полу там забытом, там его могут там прочитать, там буквально понять несколько человек в мире. И она четко начала рассказывать, что она была там какой-то при каком-то там фараоне, какой-то там какую-то еду носила на подносе, еще что-то. Короче, она там выдала такое, что... Но это довольно странная история. Когда мне было 3 года, я упала с лестницы и, конечно, потеряла сознание. Родители вызвали врача, который тщательно меня осмотрел и сказал, что я умерла. А так как я была у родителей единственным ребенком, и они в меня души не чаяли, то все вокруг нее суетились, а меня оставили в комнате на кровати. Через час врач вернулся с медсестрой, чтобы забрать тело и свидетельство о смерти. Когда он вернулся с медсестрой и вошел в мою комнату, на кровати сидела и играла девочка, которая была мертва. Мертвая девочка — это вы? Да. Причем она в подробностях, 4 года ребенку все рассказала, прям по полкам разложила, сказала, где там она, при каких обстоятельствах погибла, короче, вся эта хрень, там, короче, там целое это, и потом раз, и полная тишина. То есть этот сюжет, он вышел, и все. Ну, перерождение, в это можно поверить. Слушай, ну кто в это верит? Ну, наверное, возможно. Самое смешное, что такие вот факты с перерождением очень не единичные случаи на самом деле. Потому что есть факты, где дети при совершенно рандомных обстоятельствах просто берут и рассказывают какие-то абсолютно непонятные вещи, то есть из каких-то там времен там из прошлой жизни, неважно там в какие года они жили, то есть рассказывают. Вот верим в это или нет, здесь под вопросом. Но тогда у меня вопрос, откуда настолько четко, потому что, посмотрев интервью, там
прям четко, спокойно она все рассказывает. 4-летнего ребенка так научить врать, ну, может быть, можно, но ей задают ведь вопросы, на которые она тоже рассказывает. Может быть, это шоу, еще что-то, но таких фактов немало. И в нашей стране, и в СНГ, то есть такие вещи. Вот, ну, кем вы были в прошлой жизни, я знаю. То есть можете не рассказывать, это все понятно. Вот, но факт остается фактом, как бы. Со стороны казалось, будто она завела себе По-моему, да, у Чернеца есть ролик про таких детишек. воображаемого друга. Девочка смеялась, отвлекалась на кого-то невидимого и вела себя так, словно кто-то всегда находился рядом. А однажды вечером, когда батя поднимался наверх, он увидел, что дочь с кем-то играет. А от стены она могла мячик так делать? После того случая родители не могут отделаться Что он слишком четко выкатывается. от мысли, что тогда их дочка была не одна. В комнате точно был кто-то еще. Кто-то, кто бросал ей мячик обратно. Так У меня единственное объяснение от стены. неужели ее вымышленный друг реально существует? Если так, то я бы уже начинал искать телефончик священника. Сразу квартиру выставил, просто до свидания. Билл вел прямую трансляцию Что-то он, да, слишком быстро возвращается для стены. Странно. из леса, который уже давно пользуется дурной славой среди любителей паранормального. Ага. По словам местных, в этих местах регулярно происходят странные вещи, поэтому мужик не впервые приезжает сюда в поисках чего-то такого едкого. В ту ночь Билл был совершенно один. Это забей. Я когда вижу вот подобные ролики, у меня флешбеки, я вам отвечаю. У меня какая-то фобия началась вот на вот такую вот картинку. Я вам серьезно говорю. Я не знаю, как эта фобия может называться, но, может быть, скорее всего, это даже не фобия, а самовнушение, но я вам без шуток говорю, вот это вот мне вообще не нравится. Вокруг лес, темнота и полная тишина. Он спокойно рассказывал зрителям о местных легендах, когда в чате вдруг началась паника. Oh my god, my fuck. What the f is. Did you see something behind me? What the f. What was that? Чего? Am I seeing sh? Did I just see a face behind me or am I losing my mind? Cut. What the f was that cut? They said cut. Did I just see a face behind me? Oh my god. Вы тоже заметили это лицо? Это был прямой эфир. Следовательно, видео не монтировалось. Все произошло в режиме реального времени, и тысячи зрителей увидели это на своих экранах. Но что это, черт возьми? Нечто, обитающее в этих лесах и показавшееся всего на секунду? Или просто случайный эффект из-за света фонаря, отзеркаливший его же физиономию? Странно. Напишите, котейки, что думаете. Маска, я тоже подумал на маску, но размыта. Маска была бы слишком четко видна. Не знаю, что это. Этот чувак живет в доме с 2 кошками. И все бы ничего, Вот это верная формулировка. Он живет с 2 кошками. но вдруг шерстяные начали вести себя как-то странно. Один из котеек постоянно сидел возле двери в спальню и пристально вглядывался внутрь. Казалось, что он наблюдает Вот такие ролики я вообще не люблю. Вот такие ролики мне вообще не нравятся, потому что человек обмануть может, а вот котейка... за кем-то внутри комнаты. Но только эта комната была пустой. По крайней мере, так считал хозяин, пока одной ночью не случилось кое-что жуткое. Слушайте, накидайте в предложку ВК. Мне очень многие пишут: Леха, там я тебе скину ролик, что на это скажешь, что на это скажешь. Может быть, кто-то что-то сам снимал. Накидайте в предложку паблика ВК. Может быть, есть у вас какие-то моменты старых роликов
именно которые вы сами снимали или ваши знакомые. И можно прям разобрать, посмотреть. То есть, если реально есть что-то интересное, я прям с авторами укажу. И можно сделать разбор именно на ваши ролики. Я так ни разу не делал, но как будто бы имеет место быть. В предложку ВК паблика. Там разберетесь, как делать. Так, ну дверь открылась, это не проблема. Ветер там, еще что-нибудь. Че? А, две черные кошки. Стул. Первое предположение. Стул черной тряпкой накрыт. Свет включи, дурачок. После увиденного парень окончательно убедился, что столкнулся с чем-то паранормальным. Более того, он вспомнил рассказы прошлого владельца дома, который не уверял, знаю, что в этом неубедительно. месте якобы происходили странности. А некоторые соседи говорили, что в доме живет призрак человека, умершего здесь много лет назад. Ой, вот эти сказки. Совпадение это или нет, неизвестно. Но одно можно сказать наверняка: жизнь хозяина дома уже не будет прежней. Какой кадрол? Осуждаю. Чувак по имени Эдгар поделился пугающим видео, которое он увидел на телефоне своих соседей. На кадрах видно, как мужик вечером играет со своей дочуркой на детской площадке рядом с домом. Все кажется вполне безобидным, пока девочка не скатывается с горки. А у него одна девочка? Маска, стопроцентная маска. Вот здесь маска. Это прям стопроцентная маска. Вообще 200, прям видно ее очертания. И свет как падает, это маска. Это маска. Вы заметили, как за ее спиной Маска, появляется что-то необъяснимое? Мгм. Соседи Эдгара клянутся, что на площадке никого не было, и видео точно не постанова. 200% Если это маска. правда, то что тогда выглядывает из темноты? Маска, Для маска, этой маска. семьи Не-не-не, случившееся до здесь сих нас пор не остается обманешь. пугающей загадкой. Молодая девушка записывала видео в своей комнате, скорее всего для подруги. И все начиналось вроде бы безобидно. Но потом ситуация резко изменилась. Смотрим. Te extraño. Yo vengo a verte. Пацаны. Здорово. Надо застримить. Чё за... Ты чё? Я понял, давай, привет. Это что? Это что? Уверен, многие не заметили, но когда она выходит из комнаты, в коридоре словно из ниоткуда появляется едва заметный призрачный силуэт. Чего? По словам самой девушки, это был момент, когда все пошло не так. Она утверждает, что ее внезапно захватило что-то демоническое, и крики в конце видео реально Мужика надо себе найти, красивого, желательно с бородой, да, лучше стримера. И тогда никого мерещиться не будет. А то подруги она видео записывает, все понятно. пробирают до мокрых труселей. Правда это или очередной Мужика надо качественный найти. фейк, решать не мне.
Но в любом случае эта запись заслуживала вашего внимания. Это видео впервые появилось в одной из популярных соцсетей. И его автор заявил, что заснял настоящего Бигфута. По его словам, Что-то в последнее время не часто ли стали их заснимать? Что-то раньше раз в 100 лет, в Варпургиеву ночь, при свете луны, там где-то что-то кто-то снимал. И в основном все эти видосы, они были, ну, плюс-минус они одинаковые. То есть они были, знаете, такие, вот такие какие-то старые, какие-то еще что-то. Что-то в последнее время я слишком часто вижу, да. Слушайте, но есть вариант, что это овердрайв. Это овердрайв Алексей, то есть ночью ходит, отлавливает, скаутит игроков в Counter-Strike, молодых талантов, да, то есть по лесу, потому что кто не знает, что именно там они водятся. Есть такой вариант, но это не точно, да, ну это такой 50 на 50. он поймал этого лохматого гиганта на камеру во время хайкинга по лесу. Кого? А, ну точно он, один в один, вон в чате сидит, 100%. Не, я реально вам говорю, что-то последнее... А я снимал, ну все правильно. А как? А как еще, подожди, команду как собрать? Только так. Ночью отлавливать шковников, сажать за компьютер. Все, и играть в Counter-Strike. А как еще? Как еще талантом стать? Как мажор сам себя не выиграет? Слушай, ну очень много с этими бигфутами, со снежными человеками, со всем остальным всегда одна и та же история. Тупо идет, у меня всегда первое впечатление, что кто-то одевает костюм, ну, скорее всего, вот Леха, да, то есть он одевает костюм и идет. Никогда я не замечаю каких-то резких движений, чтобы кто-то убегал, либо подбегал, либо что-то интересовался, либо их спугнул, то есть просто всегда либо статика, кто-то стоит, либо кто-то медленно движется. То есть никогда вот с ними не бывает какого-то, знаешь, движа Парижа, да. Ну и, конечно же, качество наше любимое, то есть 144, уже скоро на Марсе уже жизнь хотят туда колонию какую-то создать. Твою мать, заправки наши, сказали, скоро сделают на Луне, а эти все снимают в 144. Ну, это понятно все. Понакупит своих вот этих вот андроидов. Смотри, у меня, говорит, Honor HP 4×4 Quattro Nitro, камера 8000 битрейт. Да, вот, пожалуйста. Автор клянет. Мы сразу проверяем игроков на стрессоустойчивость. Если не убегает, значит выиграет мажор. Слушай, вообще, на самом деле гениально. Если я когда-нибудь буду собирать вновь команду Hard Legion, мне кажется, их нужно с собой взять на заброшки. Значит, смотри, Леха одевается у нас в костюм Бигфута. Да, то есть, и начинает шоркаться везде. То есть, если кто-то испугался, значит, стрессоустойчивость нулевая, значит, он нам не подходит. Да, ну и кто-нибудь будет завывать. Ну, например, я не знаю, там, Егор, вот у нас бывший наш менеджер, да, команды Hard Legion, он будет просто А что? А что, гениально. Вот вам и выпуск на канал Они, да, рубрика Stay On пополнится, команда наберется, все, и сразу будет все понятно. В женском платье бегать будет, вот, да. Тоже верно. Что это И все это главное в прямом эфире. Ты представляешь? Twitch просто стоя хлопать будет, я отвечаю. именно Бигфут. Мол, по внешке и движению все сходится с классическим описанием. Но есть нюанс. Когда существо идет, оно вдруг поворачивает голову и палит прямо в камеру. Типа глянула и пошла себе дальше. К тому же двигается она тоже как-то странно. Вроде как человек, но что-то не так. Я вам рассказывал про этих бигфутов. Мне почему-то больше нравится снежный человек. Не знаю, почему снежные. Их видят в лесу очень часто, якобы. И роликов больше из леса. То есть не откуда-то из заснеженных вот этих вот просторов нашей необъятной. У меня была история, рассказанная вот еще отцом, Царство Небесное. И что-то как-то я вот с того времени, тогда как бы интернетов-то не было. Я был маленьким. И что-то мне это не очень все это кажется смешным. То есть... Я не то чтобы верю в их существование, но как будто бы где-то, может быть, имеет место быть, может быть, где-то что-то, кто-то там и живет. Но на самом деле под вопросом. Наверное, как говорится, пока сам не увидишь, не поверишь. Да. И еще, это я вот, например, ни во что не верю, меня вообще не испугать. Ни на какой заброшке, нигде. Я вообще, я бесстрашный воин. Реально. Нечто кажется меньше, чем обычно. Не такой уж он и гигант, как его описывают в различных мифах. А это мини. И вот тут мини-бигфут. И появляются варианты. Либо это молоденький Бигфут. Это мини-фут. Либо просто какой-то чел в костюме решил поиграть в криптида. Тут спорно, тут скорее всего это просто видео с привидением
появилось в сети без особых подробностей. Оно было снято 29 декабря 2020 года камерой наблюдения, установленной в местечке, окруженном лесом, где-то в отдаленной глуши. Вот она, камера наша любимая. Пакет пролетает. Камера запечатлела нечто, что парило по... А это гидролиз из Старкрафта, 100%. Это гидролизки, нормально, ребята, они мигрируют туда-сюда, это нормально. И Старкрафт 2 гидролизки можете погуглить. Они также ползали, я помню. воздуху. Я играл. Существо похоже на фигуру в длинном светлом балахоне. Чисто носок, просто убежал от кого-то. Оно двигается быстро, и, что самое странное, сначала кажется маленьким и узким, но по мере движения словно увеличивается и становится больше. Я Где именно был... думаю, какой-нибудь пакет или что-нибудь летит. И камера говна, как обычно, так что мы здесь ничего не узнаем. было снято Чисто это 1 FPS на камере. видео, неизвестно. И владельцы дома никак не прокомментировали Я происходящее, не знаю, тряпка какая-нибудь пролетает, что угодно может быть. оставив Руханы чьи-то после летят. себя еще больше вопросов. Да, я думаю, что шляпа обычная. В одной из На популярных пленку, да, вообще похоже. соцсетей недавно появилось странное видео, которое реально заставляет задуматься. На чужого чем-то похож. На кадрах Слушайте, я, скорее всего, вот в это верю, потому что, как говорится, вода толком не исследована, и столько разной еще хрени, которые ученые не знают. Очень много всякой дичи, море вообще не изучено. То есть море, там, говорят, изучено на сколько-то там 5%, 6%. Какие-то недавно додики там начали, знаешь, что затирать. Мы там через спутник, там чуть ли не там с шагом в 1 километр... Мы изучили все дно мирового океана и все реки и озера, и вот мы все знаем, и там ничего нет. Да, сказки этого Венского леса можете рассказывать. Ты еще скажи, что лохнесского чудовища нет. Да, ага, расскажи, да, мы во все верим. снятых, кажется, с лодки, Может быть какая-нибудь хрень, живущая в воде, просто запросто. показано нечто напоминающее инопланетную креветку, заключенную в какой-то прозрачный капсулообразный кокон. Никто из комментаторов не Ну, как будто бы это что-то реально живое, вряд ли, что это какой-то механизм какой-то. Ну, может быть, что-то живет, какая-нибудь хрень. смог точно определить, что это за создание, но кто-то предположил, что его прозрачность – это защитный механизм, механизм для выживания в глубинах океана. А как считаете вы? Что это вообще такое? Накидайте Что угодно может быть. своих версий в комментариях, Ксеноморф. будет очень интересно почитать. От себя добавлю ксеноморф под этим видео. Напишите, кто со мной согласен, кто-нибудь напишите ксеноморф. Все, кто залайкают, но это объективное объяснение. Все, чужие высадились. Все, всем конец. Что? Этот криповый случай Вот именно на такую камеру снимаются все ролики. Как только не посмотришь, вот. задокументировал парень по имени Соня Эриксон. Александр. Он только что переехал в новую квартиру. И как Сашенька, ясно. Поехали. он сам говорит, странности начались с самого первого дня. Во время обычного видеообхода всех комнат, которые он снимал для своей семьи, на камеру случайно попадает Обхода комнат, которые он снимал для своей семьи. Обход комнат. Чё? нечто, чего быть точно не должно. Чё стены все в говне? Бывшая пришла, ясно. Да, и он ничего не увидел. 100%. Через несколько дней стало еще хуже. Ночью, глядя в окна соседнего дома, он снова замечает ту же женскую фигуру, которая стояла и смотрела, кажется, прямо на него. Ну, конечно, в свой новый дом переехал, все, бывшее сразу нарисовалось. Ой, я тебя люблю, не могу, а вы, как обычно, вам
на уши подсядут, вы сразу, ой, ну давай попробуем еще раз, потом нет, не раз, ой, ты знаешь, я не знаю, между нами могут быть отношения или нет, ну давай мы попробуем, но потом что-то пошло не по плану, суши-роллы поела, как говорится, в домике пожила, все, и пошла дальше, все понятно, а ты сидишь дальше и думаешь, кто у тебя в доме, а никого больше нет, все, бывшая все съела. Него. А, ну это нормально, это в подъезде нашей пятиэтажки. Вот я всегда говорил, надо работать на упреждение, понимаешь? Вот ты видишь, на тебя кто-то стоит, палит, да? Или раз увидел, что дверь приоткрывается. Что не ожидает привидение? Нужно мыслить как привидение. Оно пришло, чтобы тебя напугать, понимаешь? Оно пришло, чтобы тебя напугать. Ты такой, ой, надо там сейчас вот Библию, там ружье со стены снимать. Нет, надо сразу бежать на него, понимаешь? Оно это не будет ожидать. Надо, а ну стой, ну-ка быстро иди сюда! А ну стой! Понимаешь? И сразу побежал за ним. Оно испугается и скажет, какой-то неадекватный какой-то. Вот, и убежит. Понимаешь? Надо кинуться. На четвереньки встал, на четвереньки вот так встал. И побежал. Все. Понимаешь, привидение скажет, ну его какой-то неадекватный какой-то, пойду он к соседям. Все. Рабочий метод. Ну как псих в физруке. А эти все пугаются. Ну, сумасшедшие. Но вы заметили самое стрёмное? Это то, что когда он поворачивается к приятелю, эта К приятелю? фигура уже стоит рядом с ним, почти в упор. Он вообще ее не замечает. Александр до сих пор пытается разобраться, что это было. Александр просто не смотрит канал Hardplay, понимаешь? Призрак, глюки или что похуже. Но ясно одно, с этой квартирой явно что-то нечисто. И чем дольше он там будет находиться... Чем дольше будешь жить с приятелем, тем больше будет тянуть в мир танков на арте поиграть. Тем для него хуже. Знаем мы это. Еще один пользователь ТикТока заставил зрителей содрогнуться своим пугающим открытием, сделанным во время каякинга в середине ноября 2024 года. На видео О, камера нормальная. видно, как он спокойно гребет по тихой реке, А там русал. пока не натыкается на жуткую находку. Что там, черная жемчужина? I don't know if anybody can see this or not, but I just reported it. That's a car in the river. That is an SUV. Look at this. Под водой полностью затонувшая машина. Completely, fully submerged. It honestly looks like a Kia Soul. Ну, бывает. Kia Soul. Can you guys see that? Автор сообщает, что вызвал полицию, но дальше ситуация становится еще мрачнее. Ну, что там? Наложенный звук. Если бы автор такое услышал, он бы уже угреб куда-нибудь до Волги, верхнего русла. Да. Наложенный Прислушайтесь, звук 100%. на фоне слышен едва различимый детский голос. Dad, pay attention. We're swimming to the edge. Веслом как дал раз. Кто-то утверждает, что голос говорит «папа, обрати внимание». Другие же слышат, что он просит вылезти из машины. Ну, наложенный звук. Dad, pay attention. We're swimming to the edge. Да нет, ну это... Самое жуткое, что в момент записи чувак был совершенно один. В следующем видео видно, как машину уже вытаскивают из воды. Когда она появляется на поверхности, на заднем Ни бит, ни крашен. сиденье, кажется, что-то движется. Ой, да там что угодно может быть. Шмотки, еще что-нибудь.
BMW бы не утонула, кстати, ребят. Знаете, почему BMW бы не утонула? Потому что хорошая машина. Хорошая машина просто. А вы что подумали? Там что угодно может быть сзади. Это движение Чё вызвало очень бурные споры. Кто-то считает, что это просто воздух или мусор, а кто-то уверен, что это напоминает силуэт чего-то живого. Вся эта история с машиной и странным голосом заставляет невольно поверить в существование чего-то потустороннего, возникающего Да в не. местах трагических событий. Вода в машине и Возможно, что-то плавает. эта машина и правда упала в реку в результате несчастного случая, Может быть. оставив после себя жуткие отголоски тех событий, которые произошли с ее пассажирами. Ну, может быть и 200-е, да. Может быть. Может что угодно быть. Может, ну, под вопросом. 25 июня 2024 года в сеть выложили эксклюзивное видео, которое к этому времени посмотрело всего около 1000 человек. На записи мужик исследует лес на окраине своего участка, услышав странные звуки и заметив движение. Любопытство взяло верх, и он подошел Опять камера. Любопытный ты мой. ближе. И то, что он увидел, повергло его в шок. Мужик ходит по лесу. Прямо из темноты леса появляется Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой. огромное существо. Заметив, что за ним наблюдают, Ну, опять овердрайв. Тут понятно. Опять одел костюм, опять пугает. оно разочаровывается и быстро уходит обратно в лес. Оператор, который снимал это, в недоумении, но уверен, что рост существа был не меньше 3 метров. Да, это 5 точно. Вчера, говорит, щуку поймал. О, недавно мы тоже на рыбалку ходили. Ну, я думаю, килограмм на 20 поймали, точно. Одну и вторую, наверное, килограмм на 150, да, еле вытянул, да. Тросом, канатом тянул. Так неужели это и есть легендарный Бигфут? Или же все это тщательно спланированная постанова? Пока сложно Непонятно. точно сказать. Но уверен, что диванные аналитики Ой, это про вас. быстро разберутся с этим вопросом. Мужик по имени Диего живет по-настоящему в стрёмном доме и регулярно. Я не понимаю, как они покупают такие дома. Где-то в лесу, где-то на отшибе, где-то вообще в каком-то очке дьявола вот они любители купить вот такие дома. Зачем просто? Ну, за каким рожном они это делают? Фиксирует на видео паранормальную жуть. В самом начале он увидел, как детские руки вылезли из шкафа, чтобы Чего? поиграть с его дочкой. Как ногой дал по дверце. Но когда он подходит ближе, то никого не находит. Эйми? Эйми? А вторую створку открыть? Откроешь? Не откроешь? Лососнешь? Эйми? Эйми? Ясно, исполнял его. Но это, как вы понимаете, Вторую створку не открыл. была только разогрев очка. Ведь уже через несколько минут он увидел, как нечто затаскивает девочку под кровать. Чего? Эйми! Погоди-ка.
затаскивает Погоди-ка, вот это уже странно, погоди. девочку под кровать. Там что-то склейки я не увидел. Hey, me! Hey, me! Ты что-то и на нейронку не сильно похожа. Он спешит к ней на помощь, но ни дочери, ни того, кто ее утащил, уже нету. Думаете, достаточно крепоты для одного бедолаги? Погреб? Что-то слишком быстро. Что я не увидел монтажа здесь. Возможно. Однако его история продолжилась. И уже через несколько дней жести стало еще больше. Напугаешь, я тебе сразу говорю, я твою душу в это. Сейчас, секунду, я здесь моментик посмотрю один. Не монтаж. Ня. Сначала это торчащее посреди Какой-то Гудини, реально. комнаты одеяло, под которым никого нет. А через считанные минуты Диего видит под столом какого-то жуткого ребенка с Что за трешак там творится? мертвецки бледным лицом и пустыми глазами. Не, ну где-то они должны спалиться. Погодите, что-то как-то странно это все. Ну-ка, подождите. Что это такое? Это как это? Но пиком крепоты стал вот этот момент на лестнице. Hey, me! Так, погодите, здесь деться некуда. Но это не Ишка. Так, погодите-ка. Склейки здесь точно нет. Hey, me! Погоди. Что за хуйня? Здесь нет склейки. Либо ее какой-то гений делал. Ультрагений. Здесь нет склейки. Это очень странное видео. Не, подожди, они где-то должны спалиться. В смысле? Надо как-то объяснить. Ну и по классике сейчас сзади. Даже если это все розыгрыш, выглядит крайне жутко и Базару ноль, выглядит это очень крипово. довольно реалистично. Все, котейки, на этом... Что-то я... Подождите, да не-не-не, погодите. Это что за... Погодите, я где-нибудь все равно ее найду, какое-то объяснение. Это как? Стоп. Стоп. Это в движении, это не склейка. Камера двигается.
Смотри, если вот здесь присмотреться, типа девчонка сидит здесь, объект удаляется вправо. Подождите. Вот, видно движение. Видишь? Она ровно по центру сидит. Мне надо высветлить эту картинку. Что-то... Что-то это самое, погоди, я не могу даже объяснить. Нет, подождите, это очень странно. Это, казалось бы, примерно топорные видео. Эми. Стоп. Стоп, 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 стоп. Еще раз звук. Здесь звук может спалить. Эми. Так. Он мог задеть, мог задеть чем-то. Послушайте. Вот здесь вот. Тук. Эми. Нет, нет. Что-то я вообще сейчас не вкурил, что это такое. Это один из немногих моментов, я не знаю. Это немного странно. Я хрен его знает. На нейронку это вообще не похоже. Странный момент, напишите в комментариях, что-то вообще непонятно. Но очень интересно.